Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках недели моды в Милане именитый дом Tod's представил на суд зрителей коллекцию «Осень-зима 2023-2024», в которой креативный директор Уолтер Кьяпони постарался собрать все составляющие идеального повседневного гардероба. Прошлая линейка бренда на холодный сезон большинству поклонников марки показалась мрачной и даже гнетущей. Весенне-летняя, напротив, вышла светлой, чистой, чувственной, получив негласное название «Роскошный минимализм». И вот опять смена модного вектора. Нежность, романтизм, подчеркнутая хрупкость уходят на второй план, а в модных ансамблях читаются нотки маскулинности, цветовая палитра в сдержанных спокойных оттенках, а все внимание привлечено к строгости форм и портновскому мастерству. Миланская модная публика в замешательстве и немного растеряна от ощущения, будто коллекции готовили разные люди. Так что же, собственно, произошло? Как объясняет Кьяпони в комментариях за кулисами шоу, мы возвращаемся к прошлому уровню Tod's, сосредоточившись на итальянском образе жизни. Возвращаемся к строгости конструкции, пытаясь при этом превратить серьезный мужской крой в что-то невероятно женственное. Наделенный портновским талантом, модельер замечательно чувствует пропорции, а также смело экспериментирует с многослойностью. В стильном ансамбле дизайнер гармонично миксует спортивную парку и длинное в пол классическое пальто, двубортный приталенный жакет, кожаную рубашку и едва достающую до линии талии дубленку. Как и у многих других популярных брендов, в этом сезоне в коллекции Tod немало внимания уделено актуальной тенденции в образе «широкие плечи». Что радует, Кьяпони не ударился в крайности и предложил вполне носибельные модели. Представленная на подиуме линейка не оказалась путешествием в 80-е и 90-е. Дизайнер умело дал новую жизнь старому тренду. Широкие плечи он сочетает с узкой талией, которая на контрасте с объемным верхом и порой в некоторых версиях вдобавок затянутая акцентным ремнем, выглядит еще тоньше. Силуэт песочные часы уверенно возвращается на подиум, с удовольствием сказав прощай сверхгабаритному мешковатому оверсайз. Хотя нельзя не упомянуть здесь увеличенных размеров теплые куртки-бомберы или брючные костюмы в маскулинном стиле, где классический низ с наглаженными стрелками представлен в дуэте с достаточно просторным и совершенно неприталенным верхом, пиджаком без лацканов и застежкой на одну пуговицу. На показе наряды Макси часто сменяли динамичные и смелые мини. Нашлось место в модном гардеробе под маркой Tod's и для женственных платьев с виртуозно выполненной драпировкой, изящно украшенных мелкими стразами. Немало внимания уделено трикотажной одежде, где вязаные вещи словно обнимают тело, окружают теплом и комфортом. Не менее хороши наряды из кожи. Сегодня дом моды предлагает нам все, что наверняка захочется носить в прохладную, пасмурную погоду. Из модных аксессуаров стоит отметить сумки, разные по размеру и форме, широкие кожаные пояса, удобные лоферы и ботинки на толстой подошве, знакомые нам балетки, правда с дополнительным ремешком вокруг щиколотки, и несколько великолепных моделей туфель на каблуке, кожаные и даже меховые. Цветовая палитра модного ряда представлена в базовых оттенках осени: шоколадный и бежевый, графитовый и темно-зеленый, верблюжий, немного синего и бордовый, светлый и молочный и серый. Природная гамма в меру приправлена черным и белым. Что тут сказать? Отличный ход с точки зрения потребителя. Цвета максимально массовые, подойдут практически всем. Пару слов относительно принта. Дизайнер приготовил поклонникам бренда приятный сюрприз, который гости показа увидели в финальном блоке шоу. Так что, друзья, не переключайтесь и обязательно досмотрите видео до конца. На фэшн-сцену вышли модели в стильных элегантных нарядах в мелованную полоску с легким налетом ретро. Подобный узор уже назван must-have'ом осени, и, сказать откровенно, я рада, а то от гусиной лапки давно рябит в глазах. Если я что-то упустила, то вы, мои дорогие зрители, обязательно подскажите в своих комментариях. Надеюсь на поставленный вами лайк и подписку. Приятного просмотра, здоровья и красоты!
Всем позитива и солнечного настроения!